Друзья, а сегодня у меня для вас нестандартный, но очень интересный репортаж. Дело в том, что благодаря Федерации шахмат Республики Казахстан мне удалось познакомиться с новоиспеченным чемпионом чемпионата мира среди игроков до 20 лет по классическим шахматам, который сегодня был в Алматы, была пресс-конференция, и вот там как раз мне удалось с ним познакомиться, а после пресс-конференции удалось записать небольшое интервью в формате нашей передачи «Калайсис», который прямо сейчас для вас и рекомендую. Очень интересная получилась беседа, очень интересный молодой чемпион. Поддержите наш выпуск лайками и комментариями, и подпишитесь, если вы еще не подписаны на наш канал. Ну и желаю вам приятного просмотра. Казабек, Калайсис. Шукар рахмет, өзіңіз қалайсыз? Менде керемет, следил за вашим выступлением вот на этом чемпионате мира, переживал. Вот, но когда уже, я видел, что вы тоже немного переживали, но когда уже все завершилось, я видел, как вы так «Алга!» и зал тоже «Алга!». Какие эмоции были, что чувствовали вот последние секунды встречи, как это было? Рахмет Скелькен, я думал, конечно же, что вот я не верил вообще, что я могу выиграть эту партию, потому что позиция была равная. Но она не была ничейной, но была равной, и казалось, что все равно соперник вот хорошо защитится, но при этом я вот хоть и у него и выиграл похожую партию в 22 году, но я все равно почему-то вот забыл про эту партию, что он может также ошибиться, но при этом зато я боролся до конца и хотел использовать свой шанс на максимум. И пока до последнего шанса я хотел соперника напрягать и возить туда-сюда. Всего в истории до вас 3 казахстанца смогли добиться победы на молодежном чемпионате мира. Как вы оцениваете, что для вас это? Насколько серьезное достижение? Или дальше тоже есть еще серьезнее цели? Друзья, я часто летаю, и для поиска билетов я всегда использую сервис по поиску дешевых авиабилетов Aviasales.kz. Конечно, это очень важная цель, это даже мечта была моя, наверное. Вот я как про Дармен Канатовича говорил, что вот он был моим кумиром, что я хотел повторить его результат. И это действительно, вот быть чемпионом мира по классике, неважно какой возраст, а если уж стал до 20, это намного престижнее, чем в детских возрастах. И я этому очень рад, безусловно, это одна из моих мечта была, вот одна из моих. И, конечно же, вот недавно я выполнил еще звание гроссмейстера. И тоже в 24 да, это тоже одна из, вот мечта была, одна из. И я, конечно же, ставлю новые цели, и сейчас я вот думал, какую цель поставить. Ну, конечно, я не хочу все цели раскрывать, но примерно я просто хочу двигаться вперед и стараться во всю силу и показывать хорошие результаты и радовать свою страну. Сатлик, Акжол, вперед. Расскажите о себе. Вы во сколько начали лет заниматься шахматами? Да, я начал заниматься шахматами с 6 лет. Я, по-моему, пошел в первый раз в 4 или в 5 лет, но тогда я просто, по-моему, только учился. Тем более у меня папа играл в шахматы, я с ним дома играл, ему проигрывал. И вот у меня с детства было такое качество, что когда я не люблю проигрывать, и мне хочется всегда быть сильнее всех. И это, я не знаю, насколько это важное качество, но оно, я думаю, что мне говорили, по крайней мере, что это как-то вот тебе помогает в целом. И вот то, что я после этого захотел ходить на шахматы, чтобы в первую очередь обыграть папу. И мама меня отвозила на разные кружки, но мне ничего не нравилось. И когда она меня привела на шахматы, мне очень сильно понравилось, и я хотел играть. И потом уже постепенно начал побеждать папу, и постепенно начал учиться. Вот сразу пришел потом к Ержану где-то в 7 лет, я уже не помню, но примерно около того. И вот вместе начали заниматься. И вот он сейчас поехал со мной на чемпионат мира. До сих пор вот с детских лет рядом со мной и очень сильно поддерживает. Вот в первую очередь это поддержка родителей. Без них, конечно, бы это всего не было. Ну и есть крутой результат. Да. Я видел вас на чемпионате мира по блицу и рапиду.
в Алматы, тогда уже у вас были серьезные результаты. На Олимпиаде в 2022, по-моему, году, да, тоже вы 8,5 вроде... По-моему, да, я больше всех очков набрал в команде, да, но правда то, что я играл на четвертой доске, там соперники были немного по рейтингу ниже, но все равно это тоже не просто набирать вот очки, тем более у меня была там непростая партия против Аббасова Ниджата, когда я просто в один ход подставил ладью, но после этого я все равно смог собраться, проявить волевые качества и бороться за команду на 100, даже 200%, потому что я понимаю, я уже в одном интервью, по-моему, говорил, что когда я играю за свою страну, обычно я стараюсь больше выкладываться. Вообще, я знаю, что Казахстан делает... Ну, все знают Казахстан по единоборствам. Это бокс, там, ММА, ну, знаете, Шавкат Рахмонов, Геннадий Головкин. А вот сейчас и шахматисты тоже начинают круто заявлять о себе. В истории были громкие победы тоже. Но вот в последнее время, последние несколько лет мы видели, что девушки вот, впереди были чуть, потому что вот Бибисара, двухкратная чемпионка мира, стала по блицу, по-моему, да, по рапиду Динара Садуакасова. И скажите, вот это как-то повлияло, то, что вот девчонки были впереди, на то, что вот ваша мотивация, на вашу мотивацию стать самому тоже чемпионом мира? Конечно, конечно. Хоть это очень классно, что они достигают таких высот, и я желаю им достигать еще больше высот, чтобы они, не только девушки, мальчики, в целом, неважно кто, но чтобы вот они смогли прославлять Казахстан. Они действительно, вот девушки большие молодцы, что вот они действительно показывают результаты, выдающиеся результаты на международных турнирах. И, конечно, но я когда смотрел, что вот когда говорили, что вот женщины впереди, конечно, мне всегда чуть-чуть. Немного в плане, в хорошем смысле, что вот хочется, всегда вот хочется быть лучшим, вот что быть впереди. Хоть я, конечно, стараюсь в первую очередь довольствоваться, просто играть, наслаждаться моментом, наслаждаться игрой в целом. Но, конечно, с другой стороны, хочется побеждать и показывать новые результаты и становиться всегда лучше всех. Это для меня очень важно и приятно. Вот я до этого сказал про единоборство. Сейчас Федерация шахмат пригласила тренера-психолога из армрестлинга. То есть это тоже такой физический спорт, где много адреналина. Как это помогает вам, как это влияет на ваше выступление? Конечно, да. Вот он пришел где-то в декабре прошлого года, если не ошибаюсь. Его зовут Калин Рустам Ильясович. Да, поначалу, конечно, мне было немного стрёмно, потому что я думал, ну вот психолог, это как это, ну немного переживал просто, да, вот что зачем это мне нужно, я могу и сам, в принципе. Ну как-то вот всегда такие первые мысли появляются у всех людей, которые вот, когда им предлагают пойти к психологу, я не знаю, не скажу, что у всех, но я уверен, что у многих и... У меня такая же мысль была, но когда я пошел, постепенно начал вникать в процесс, когда действительно узнал этого человека поближе, это очень помогло мне, и его слова, поддержка, вот, он действительно, вот, такие люди очень важны именно в шахматной сфере, что вот они могут помогать достигать новых высот именно шахматистам, чтобы вот говорить важные слова, очень важные, которые умеют вдохновлять и давать важную поддержку, мотивацию на важные турниры. Не только на важные, на все турниры, чтобы спортсмен мог показывать очень хорошие результаты. И, конечно, это было очень важно для меня. И я по сей день продолжаю с ним работать и буду работать. И было очень немало встреч, общений, разговоров на все темы, которые только можно было. Общаемся, то есть, да, он такие всегда может подобрать нужные слова вот в нужный момент, и это очень тоже было важно. И я очень рад, что у нас есть шахматный психолог в лице Рустама Ильясовича. Чемпион мира по армрестлингу, да? И вроде говорят, да, что шахматы интеллектуальный спорт, армрестлинг физический, а получается, что вот такая коллаборация дает возможности для мощного духа. А что вот он, может, какая-то фраза, цитата, которая вот вам запомнилась?
цитаты я вот не помню, но, по крайней мере, я помню его поддержки, вот, когда вот на важной партии он настраивал меня. Но если это будет, я бы мог сказать, но надо это у него спросить. Разрешение, да? Если, Ну, как он говорит? Он спокойно говорит, нормально? Ну, конечно, да, спокойно, потому давай. что... Или он говорит, так, ну-ка, давай, вперед, вперед, вперед. Нет, если так тоже давить, это будет неправильно, это конечно, да, потому что спортсмен может немного перепугаться или как-то вот... Ну, это немного есть не то будет, да. Тонкости есть, да. конечно. Он в этом плане очень хорошо говорит, спокойно, очень так доходчиво, очень прям понятливо. То есть это прям очень хорошо. Да. Ой, это вообще интересно, потому что, да. ну, вроде бы кажется, да, шахматы, ты можешь выучить там фигуры, выучить ходы, и ты можешь уже играть. Но на самом деле вот сегодня на пресс-конференции я узнал, что у вас есть режим питания, у вас есть режим сна, режим отдыха, тренер по физической подготовке, тренер по шахматам, несколько тренеров по шахматам, психолог, потом всевозможная поддержка от федерации. И получается, что... И от близких людей еще. От близких людей. Потом вот я вижу, что к вам еще все подходят, поздравляют, там этот Курмдык отправляет за победу. И получается, что это очень такой спорт, не знаю даже с чем можно сравнить, может там Формула-1 или какой вот, как вы можете рассказать, что такое вот шахматы для таких людей, например, как я, потому что я вот люблю Казахстан, я люблю победы Казахстана, и вот с недавних пор слежу за шахматами, но я очень мало понимаю в шахматах, и каждый раз для меня открытие. Расскажите вот для таких, как я, что такое вот шахматы? Шахматы — это, конечно, в первую очередь интеллектуальная игра, которая помогает думать на несколько шагов вперед в жизни. И, по-моему, я уверен, что это очень важно в жизни. И шахматы помогают очень хорошо думать, очень хорошо мыслить именно, вот помогают по многим статьям. В принципе, это очень интересный спорт, где вот в плане вот можно, хоть и это не просто, но где на несколько шагов вперед думаешь и ходов, вот именно, что можно добиться вот результатов. Вот. Особенно это вот не такой спорт, где вот надо много, ну, физическая составляющая тоже важна, да, но шахматы — это вот умственно, это тоже вот этим и оно уникально, что вот шахматы — интеллектуальный спорт. И когда вы еще сказали про Формулу-1, вот похоже, да, на Формулу-1? Я не знаю насчет этого, но я знаю, вот, что моя девушка очень любит Формулу-1, постоянно вот смотрит, и я вот, ну, я не знаю, это похоже или нет, но по адреналину, если брать, вот если важные партии, где стратегию все расписываешь, думаешь, вот сегодня такой-то результат надо, условно, черными сегодня удержать, да, белыми сегодня надо напрягать, типа, вот такие стратегии, когда бывают на партии или на весь турнир, вот, это, думаю, адреналин, когда такой, мне кажется, это тогда похоже на Формулу-1, да, бывает. Да. В общем, фантастика. А сколько человек вот сейчас в команде, которые непосредственно вас готовили к чемпионату мира? Ой, очень много было на самом деле. Это вот если взять только, вот, начиная от родителей, начиная от всех близких людей, это и дяди, девушка моя, потом еще вот тренера, это вот два тренера из Украины и России, это Антон Коробов и Владислав Ткачев, обе, они гроссмейстеры, входят в топ-100 мира, очень опытные тренера, еще и Ержан рядом был со мной, то есть, ну, потом Рустам Ильясович, потом еще так, ну, все близкие, вот родственники, это все это вот эта большая команда, это очень важно для меня. И, конечно, когда стоит сказать, что когда перед последним туром еще мне многие друзья из Азербайджана писали, потом еще друг из Латвии написал, то есть даже международная поддержка есть, и это я это читал перед туром, и это, ну, прям дало много сил, и мне приятно очень, что вот не только вот Казахстан, еще прям другие страны поддерживали именно, что вот это действительно вот именно поддержка вот, ну, помогает очень, да.
Снова возвращаясь к единоборствам, есть у каждого бойца, боксера или там бойца ММА, у них есть свой фирменный коронный прием, там, например, вертушка там, или еще что-то. В шахматах вот у вас какой фирменный коронный прием? Прием, я бы сказал, наверное, это, я не знаю, это прием или нет, но, по крайней мере, одна из стратегий – это оставить себе только одного коня и черным, точнее не черным, а просто сопернику, неважно каким цветом, просто себе коня, сопернику одного слона. Не так, что у меня два коня, а у соперника два слона. Это преимущество двух слонов, все-таки это очень сильно, это совсем другое. А вот когда один конь против одного слона, это совсем уже разное. И мне нравится играть конем против слона, и это вот одна из, я не знаю, может, ну, можно, наверное, это как прием считать, но окей, я, конечно, люблю особенно загонять соперников в цейтнот, и там уже конем туда-сюда мучить их, и ставить какие-то ловушки, за счет этого где-то побеждать. Получается, у Жанибека Алимханулы есть казахский стиль в боксе, а у Казыбека Нугербека свой казахский стиль, тоже, ну, конем же, казахский стиль, но в шахматах. Это серьезно, очень круто. Вот вопрос я уже задавал сегодня на пресс-конференции. Еще раз вот хочу спросить, потому что я видел, как в Казахстане, в Астане проходил чемпионат мира по шахматам, где играл, когда Магнус Карлсон отказался выступать, и играли два шахматиста. Дин Лерен и я не помнящий, да. И я увидел весь этот масштаб и подумал, а вот когда у Казахстана есть шанс во взрослых шахматах увидеть чемпиона мира? Да, это очень интересный вопрос. Я, конечно, мне кажется, многие шахматисты мечтают об этом достичь, но это, конечно, очень непросто. Во-первых, кроме таланта и тяжелого труда, где-то еще важно где-то, чтобы подфартило. Но это во всех спортах так бывает, это нормальное явление. И, конечно, чтобы стать чемпионом мира, надо прям действительно очень много работать. Это вот сейчас условно шахматисты из элиты, если их взять, они работают там по 12, там, даже больше часов в сутки, то есть почти весь день у них шахматы, и это немного, конечно, это не то, что немного, это очень тяжело, но это надо действительно жить шахматами, чтобы вот, тем более сейчас шахматных идей очень много, в дебюте особенно очень много креатива, много идей придумывают разных, и шахматы стало еще сложнее играть, потому что все заучено сейчас. И, конечно, вот одна из моих целей тоже стать чемпионом мира, но это будет очень сложно, но, естественно, я буду стараться. Да. Ну вот как раз я хотел спросить у вас, есть ли, вот вы говорите, что сложно, я хотел спросить, есть ли настрой немного еще поработать? Конечно, настрой большой, тем более, когда вот поддержка, мотивация именно есть, вот тогда особенно вот бывает настрой работать. Иногда, конечно, бывает вот взлеты, падения, это нормальное явление во всех спортах, так, и вот важно вот совладать с собой, вот вернуться еще сильнее, то есть, ну, это на самом деле не очень просто. Каждый спортсмен, который, неважно в любом спорте, каждый проходит через это очень тяжелый путь, но кто-то вот умеет возвращаться, кто-то нет, это, ну, от самого человека уже зависит. И вот такие, конечно, многие люди видят, когда результат, они не видят всего процесса, как это все проходило, как подготовка шла, как спортсмен сам, в любом спорте, как спортсмен в целом трудится и сколько тяжелого переносит, и это действительно огромный труд, и, конечно, у меня есть мотивация идти вперед, и это будет еще сложнее, но я верю, что, по крайней мере, я знаю, что я буду стараться, а на остальное я скажу, что это воля Всевышнего. Да. Супер, да. Поздравляю вас, во-первых, с победой. Желаю удачи в будущем. Обязательно будем следить за вашими выступлениями. Только вперед. Тек қана алға. Алға. Сәттілік. Алға Казыбек. Алға Казахстан. Рахмет сізге.